Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, когда вы родились, такая ваша и икона-покровитель, а также ангел-хранитель и святые, которым вам нужно в первую очередь обращаться. Друзья, очень важная и ценная информация, поэтому обязательно досмотрите это видео от начала до конца. Также посмотрите не только свою дату рождения и выпишите икону Божьей Матери, которая вам помогает, ангелов-хранителей, но и также всех ваших членов семьи, и раздайте им листочки, пусть они также молятся и обращаются с просьбами. А прямо сейчас ставьте лайк, подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны, друзья, а в комментариях напишите «Я благодарю» и напишите слова благодарности тем иконам, которые мы озвучим именно для вашей даты рождения, а также, друзья, к ангелам-хранителям. Не бойтесь прописывать, не бойтесь благодарить высшие силы ангела-хранителя. Поэтому обязательно напишите «Я благодарю» и пропишите, кого вы благодарите. В том числе напишите тех людей, которые находятся в вашей жизни. Итак, друзья, давайте начинать. И давайте посмотрим, какой же покровитель приходится вам, основываясь на вашей дате рождения. Итак, если вы родились с 22 декабря по 20 января, то знайте, что для вас ценна икона Божьей Матери Державная, а также ангелы-хранители, это святой Сильвестр и преподобный Серафим Саровский. Икона Божьей Матери Державная изображает Святую Богородицу с младенцем Иисусом на руках в окружении ангелов. Эта икона символизирует Божественную Матерь как заступницу, оберегающую и защищающую верующих. Она призывает к смирению, к вере и упованию на Божью милость и защиту в жизненных испытаниях. Святой Сильвестр считается покровителем людей, рожденных с 22 декабря по 20 января. Именно святой Сильвестр прославился своей мудростью, милосердием и добродетелью. Его защитническая энергия призывает к стойкости, к мудрому руководству и борьбе за правду и за справедливость. Также преподобный Серафим Саровский – это еще один святой, который является ангелом-хранителем для людей, которые родились с 22 декабря по 20 января. Вы знаете, что Серафим Саровский, его жизнь была посвящена молитве, покаянию и духовной борьбе. И она вдохновляет человека к глубокой духовной практике, к смирению и стремлению к совершенству. Поэтому люди, рожденные именно с 22 декабря по 20 января, имеют чудесных покровителей и защитников в лице иконы Божьей Матери Державная, святого Сильвестра и преподобного Серафима Саровского. Эти святые образы призывают нас к вере, к мудрости, к духовной, к тому, чтобы стремиться к духовности, и помогут вам преодолеть жизненные трудности и идти по пути благочестия и святости. Далее, друзья, люди, рожденные с 21 января по 20 февраля. И для вас особенно ценны иконы Божьей Матери Владимирская, далее икона Божьей Матери Неопалимая Купина, а также ангелы-хранители святые Афанасий и Кирилл. Именно эти святые и именно эти иконы представляют собой символы веры, защиты и духовной поддержки для людей, которые родились именно с 21 января по 20 февраля. Икона Божьей Матери Владимирская, как вы знаете, изображает Пресвятую Богородицу с младенцем Иисусом на руках. Эта икона издревле считается источником защиты и милосердия. Ее образ приносит утешение и надежду, напоминая нам о божественной любви и заботе.
Икона Божьей Матери, непалимая купина, охраняет под покровом своей мантии. Ее название происходит от чуда, произошедшего в истории, когда купина в храме Нового Иерусалима воспламенилась, но икона, изображающая Богородицу, осталась нетронутой. Эта икона символизирует защиту от бедствий и неблагоприятных событий. А вот святые Афанасий и Кирилл – это два великих святых, которые известны своим вкладом в развитие христианства и защиту веры. Они считаются ангелами-хранителями для людей, рожденных в период с 21 января по 20 февраля, и призывают человека к силе веры, к уму и духовной мудрости. Далее, если вы родились с 21 февраля по 20 марта, для вас особенно важна икона Иверской Божьей Матери, а также ангелы-хранители святой Алексий и Мелентий Антиохский. Эти святые и иконы представляют собой символы защиты, милосердия и духовной поддержки для людей, которые родились в период с 21 февраля по 20 марта. Как вы знаете, что икона Иверской Божьей Матери – это одна из самых почитаемых и уважаемых икон в православии. И эта икона считается чудотворной и известна своей способностью помогать и защищать верующих в трудные времена. Святой Алексий является ангелом-хранителем для людей, рожденных в период с 21 февраля по 20 марта. Он был известен своим благочестием, смирением и милосердием. Его молитвенное заступничество призывает вас к мудрости, к вере и к доброте. Ну и давайте уделим внимание буквально пару слов Мелентию Антиохийскому. Это святой, который является также ангелом-хранителем для людей, которые родились с 21 февраля по 20 марта. И вы знаете, что он был известен своим благодеянием и состраданием к нуждающимся. Его пример призывает нас к щедрости, к состраданию и доброте по отношению к близкому человеку. Далее, если вы родились с 21 марта по 20 апреля, для вас особенно важна икона Казанской Божьей Матери. Кроме того, вам стоит обращаться за защитой к святым Сафронию и Иннокентию Иркутскому, а также к святому Георгию Победоносцу. Эти святые и иконы являются для вас символами защиты, силы и духовной поддержки для вас, которые родились именно в этот период. Вы знаете, что икона Казанской Божьей Матери – это одна из самых наиболее почитаемых и уважаемых икон в православии. Эта икона славится своей чудотворной силой и считается заступницей защиты и благополучия для верующих. Если мы говорим о святых Сафронии и Иннокентии, то эти православные святые призывают в помощь и защиту для людей, рожденных в период с 21 марта по 20 апреля. Они славятся своей святостью, благочестием, милосердием, и их молитвенное заступничество призывает к мудрости, к силе и духовной стойкости. Еще один ангел-хранитель людей, которые родились с 21 марта по 20 апреля, это святой Георгий Победоносец. Он символизирует победу над злом и защиту от бедствий. Его молитвенное заступничество призывает к смелости, к решительности и вере в борьбе за духовные ценности. Далее, если вы родились с 21 апреля по 20 мая, то ваши иконы, к которым вам нужно обращаться, это иконы Споручница Грешных и Иверская Божья Матерь. Кроме того, вы можете обратиться за защитой к святым Стефану и Тамаре, а также к апостолу Иоанну Богослову. Эти святые и эти иконы являются символами защиты для вас, милосердия и духовной поддержки. Икона Споручница Грешных – это икона, которая является символом материнской заботы и милосердия. И многие верующие обращаются к ней за помощью в духовной борьбе. Икона Иверской Божьей Матери – этот образ дарует веру и надежду, и многие к ней прибегают в трудные моменты своей жизни.
Что же касательно святых Стефана и Тамары, то именно эти святые являются вашими ангелами-хранителями. Они символизируют веру, милосердие, сострадание, и их молитвенное заступничество помогает в трудные моменты жизни. И следующий для вас помощник – это апостол Иоанн Богослов. Его молитвенное заступничество приносит надежду и утешение тем, кто обращается к нему в молитве. Теперь давайте поговорим о тех, кто родился в период с 21 мая по 22 июня. И для вас особенно важны иконы Божьей Матери, взыскания погибших, неопалимая Купина и Владимирского. Кроме того, вам стоит обращаться за помощью к святым Алексею Московскому и Константину. Эти святые и иконы представляют собой символы для вас защиты, мудрости и духовной поддержки. Итак, икона взыскания погибших – это образ, напоминает нам о божественной любви и милосердии. И многие обращаются к этой иконе за помощью именно в духовных нуждах и страданиях. И неопалимая икона – это икона, это образ, который призывает к вере и защите от бедствий. Вы к этой иконе можете обращаться в любой момент. Что же касательно иконы Божьей Матери Владимирская, то и эта икона, за этой иконой обращаются за помощью и защитой в самые трудные моменты жизни. Святой Алексей Московский и Константин – это ваши ангелы-хранители для тех, кто родился с 21 мая по 21 июня. Именно эти святые, их молитвенное заступничество призывает к духовному развитию и защите от зла. Далее, если вы родились в период с 22 июня по 22 июля, для вас вы будете находиться под защитой следующих икон: всех скорбящих радость и Казанской Божьей Матери, ваш ангел-хранитель святой Кирилл. Итак, икона всех скорбящих радость является иконой, которая дает символ надежды и силы для верующих, помогая преодолевать преграды и испытания. Казанская икона Божьей Матери, к ней нужно обращаться с молитвами и прошениями о милости и о помощи, особенно для тех, кто родился в период с 22 июня по 22 июля. Также для тех, кто родился в этот период с 22 июня по 22 июля, вашим ангелом-хранителем является святой Кирилл. К нему нужно обращаться с молитвами о заступничестве перед Богом и в помощи в духовном пути и развитии. Далее, если вы родились с 23 июля по 23 августа. Для вас, вашими защитниками будут являться святой Николай Угодник и Илья Пророк. Вашей защитницей и покровительницей является икона Покров Пресвятой Богородицы. Вы знаете, что святой Николай Угодник, он считается покровителем многих сфер нашей жизни, включая торговлю, плавание, путешествия. И рожденные именно с 23 июля по 23 августа должны обращаться к святому Николаю с молитвами о помощи в своих земных делах и о духовном росте. Илья Пророк, известный нам всем, является одним из великих пророков и заступником является рода человеческого. И вы знаете, вам нужно к нему обращаться, если у вас какие-то трудности и нужно преодолевать препятствия. Именно Илья Пророк, который даст вам мудрости и терпения. Также для тех, кто родились 23 июля по 23 августа, ваша икона – это Покров Пресвятой Богородицы. Вам нужно обращаться к этой иконе с просьбами о заступничестве и защите от зла и бед. Далее, если вы родились в период с 24 августа по 23 сентября, рожденные в этот период должны обращаться к двум великим иконам – это неопалимая Купина и Страстная. Ваши ангелы-хранители, святые Александр, Иоанн и Павел.
Как вы знаете, икона «Неопалимая купина», к этой иконе нужно обращаться с молитвами о заступничестве и помощи в трудных моментах своей жизни. Она призывает к силе духа и вере в защиту высших сил. А вот икона страстная прибегает к этой иконе за духовным укреплением и защитой во время испытаний. Вообще эта икона напоминает о ценности жертвы и показывает, что через страдания приходит спасение. Также обращаем ваше внимание, что если вы родились в период с 24 августа по 23 сентября, ваши ангелы-хранители являются святые Александр, Иоанн и Павел, и вам нужно обращаться к ним за помощью и заступничеством перед Богом, веря в их защиту и в их милость. Далее, если вы родились с 24 сентября по 23 октября, вам очень важно обращаться к следующим иконам: к Почаевской иконе Божьей Матери, к Неопалимой купине и Воздвижению креста Господня. Защитником для вас станет святой Сергий Родонежский. Как вы знаете, что икона Почаевской Божьей Матери является одной из самых почитаемых, и, конечно же, эта икона ассоциируется с чудесами и милостью. Поэтому, если вы родились с 24 сентября по 23 октября, обращайтесь к этой иконе за защитой, и вы получите и милость, и благословение на вашем жизненном пути. Также у вашей икона «Неопалимая купина», и вам обязательно нужно к этой иконе обращаться для того, чтобы защититься от бед, от болезней. Она будет охранять вашу душу и тело от различных бед и опасностей. Также для вас важна икона и Воздвижение креста Господня. Родившиеся с 24 сентября по 23 октября обращаются к этой иконе за духовной силой и поддержкой в трудные моменты своей жизни, уповая на милость Божию и мудрость великих святых. Также вашим святым является и покровителем, заступником — это святой Сергий Родонежский. Он призван оберегать вас от зла и направлять на путь благочестия. Далее, если вы родились с 24 октября по 22 ноября, то знайте, что вашими иконами является икона Божьей Матери Скоропослушница, Иерусалимская, и вашим ангелом-хранителем является святой Павел. И обращаем ваше внимание, что икона Скоропослушница, родившаяся вот именно в этот период с 24 октября по 22 ноября, прибегает к этой иконе за помощью в решении своих проблем, надеясь на скорое исполнение своих желаний. А вот икона Иерусалимская, к этой иконе обращайтесь за духовным наставлением, мудростью, для того, чтобы пройти свой жизненный путь с верой и милосердием. И также вашим ангелом-хранителем является святой Павел, кто родился с 24 октября по 22 ноября. Вам нужно обращаться к святому Павлу за помощью, за заступничеством, и он обязательно поддержит вас во всех ваших трудностях и ваших испытаниях. Далее, если вы родились с 23 ноября по 21 октября, обращаем ваше внимание, что для вас особое значение имеют иконы Божьей Матери Тихвинская и Знамение, а ваши ангелы-хранители — это святой Николай Угодник и святая Варвара. Икона Божьей Матери Тихвинская, к ней обращаются за защитой и помощью в своей жизни, надеясь на ее милость и на благословение. А вот икона Божьей Матери Знамения, эта икона является источником надежды и уверенности в Божьем провидении и в милосердии. Также обращаем ваше внимание, для тех, кто родился в период с 23 ноября по 21 декабря, вашими ангелами-хранителями являются святой Николай Угодник и Варвара.
Святой Николай славится своей мудростью, милосердием, готовым помочь в самые трудные моменты жизни. Ну а святая Варвара – это символ силы и непоколебимости веры, помогающая преодолевать препятствия и испытания. Кроме того, рожденные в этот период люди обращаются к иконам Тихвинское знамение за духовной поддержкой и защитой, веря в милость и благословение Пресвятой Богородицы. Поэтому вот, друзья, подводя итог, хочу сказать, что вот эти иконы, эти святые помогут вам в самых трудных, тяжелых ситуациях. Поэтому займите их иконки, заучите молитвы, перепишите и старайтесь, конечно, заходить время от времени хотя бы в церковь и ставить свечку обязательно за здравие себя и своих самых близких и родных людей. Теперь вы знаете, когда вы родились, такая икона, покровители и святые по знаку зодиака вам помогают. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Друзья, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.